В мире, где доминирует тяга к мимолетным удовольствиям, вечная философия стоицизма приглашает нас исследовать нечто более глубокое и подлинное. Вместо того, чтобы поддаваться соблазну поверхностного совершенства, ключ к привлечению партнера лежит в воплощении таких добродетелей, как мудрость, мужество и справедливость. Вдохновленные глубокими учениями стоических произведений Эпиктета, Сенеки и Марка Аврелия, мы будем исследовать преобразующую силу стоицизма в серьезных отношениях, выходя за рамки видимости и создавая связи, которые не только глубоки, но и чрезвычайно полезны. Стоицизм служит компасом для создания подлинных отношений, соответствующих нашему истинному «я». Отправляйтесь с нами в это познавательное путешествие, изучая фундаментальные принципы стоицизма, чтобы раскрыть его суть и применить для построения прочных и значимых связей в романтических отношениях. Благодаря глубокому пониманию и практике учений стоиков мы узнаем, как создавать отношения, которые отличаются своей подлинностью и глубиной. Применяя принципы стоицизма, мы становимся притягательными существами, привлекающими партнеров, ценящих глубину, целостность и подлинность. Путешествие начинается с необходимости самосовершенствоваться, приводя свои мысли, слова и действия в соответствие с нашими глубочайшими ценностями. Стоическая философия амор фати, или любовь к судьбе, учит нас не привязываться к деталям результатов, а с благодарностью принимать все, что преподносит нам жизнь. Отмечая сложности судьбы, мы культивируем внутренний мир и устойчивость, которые делают нас более привлекательными как партнеров, способных противостоять неопределенности отношений со спокойствием и изяществом. Исследуя нюансы применения стоицизма в отношениях, мы ткем полотно идей и практической мудрости. Благодаря глубокому пониманию стоических принципов, мы обнаруживаем преобразующую силу амор фати и ее роль в построении значимых отношений. Поиск качественных партнеров со стоическим мышлением требует тщательного обдумывания того, как на самом деле включить эту философию в сложную сферу отношений. Усвоение и включение стоических принципов в отношения способствует не только теоретическому пониманию, но и практическому применению этих учений в повседневной жизни. Стоический голос для привлечения партнеров высокого уровня требует постоянной практики теоретических основ, включая самоконтроль. Культивирование внутренней силы, которая позволяет нам решать жизненные проблемы с невозмутимостью и изяществом, имеет важное значение для развития устойчивых эмоциональных и коммуникативных навыков, которые имеют основополагающее значение для построения здоровых, значимых отношений. Исследуя стоическую добродетель справедливости, мы понимаем важность действовать с добротой и сочувствием, уважать автономию и уважать достоинство каждого. Включение справедливости в наши действия имеет решающее значение, когда мы стремимся привлечь партнеров высокого уровня, создавая отношения, основанные на взаимном уважении и ценности индивидуальности. Ориентация на индивидуальность, основанная на уважении и сострадании, не только усиливает нашу привлекательность как партнеров, но и привлекает людей с похожим на нас характером. Точно так же, как стоицизм прививает практику мудрости в наших взаимодействиях, побуждая нас различать то, что находится под нашим контролем в отношениях, эта мудрость проявляется, когда мы направляем свою энергию на действия, отношения и реакции, а не пытаемся манипулировать или контролировать нашего партнера. Практическое применение стоических принципов в наших ежедневных взаимодействиях имеет решающее значение для изучения того, как эти концепции воплощаются в конкретные шаги в процессе привлечения первоклассного партнера. На этом пути мы концентрируемся на реальных, практических способах применения стоицизма в поисках значимых отношений. Интеллектуального понимания стоических принципов недостаточно, очень важно искренне следовать этим принципам в наших взаимодействиях и отношениях. Принимая стоицизм, мы поощряемся быть верными себе, жить согласно своим принципам и открыто выражать свои подлинные чувства и мысли. В поисках качественного партнера нашим маяком становится подлинность, указывающая на уверенность в наших ценностях, комфортность с уязвимостями и честность в намерениях. Более того, стоическая добродетель мужества, которая предполагает преодоление эмоциональных проблем и неуклонное отстаивание того, что правильно, является ключом к привлечению высококачественных партнеров.
наличие смелости выражать чувства, конструктивно решать проблемы и устанавливать ограничения показывает силу и зрелость, привлекательные ресурсы для тех, кто ищет глубину и содержание в отношениях. Принцип умеренности, как учит стоицизм, необходим для балансировки всех аспектов жизни, включая отношения, отказа от крайних эмоций и поведения, которые могут дестабилизировать нашу динамику. Этот баланс способствует здоровой динамике, привлекая партнеров, которые ценят баланс и стабильность. Стоический акцент на мудрости в принятии решений, основанный на понимании и дальновидности, а не на импульсивности, привлекает партнеров высокого уровня, которые ценят глубину и интеллектуальные знания. Регулярная практика стоического размышления становится компасом на нашем пути, позволяя нам осознавать свои сильные и слабые стороны, учиться на опыте и способствовать постоянному личностному развитию. Эта эволюция не только усиливает нашу привлекательность как партнеров, но и связывает нас с людьми, разделяющими схожие ценности. Исследовать добродетель мужества означает иметь смелость быть уязвимым, демонстрировать смелость, выражая свои эмоции и силу духа, вместе преодолевая трудности. Проявление такой смелости не только увеличивает нашу привлекательность, но и закладывает основу для глубокой эмоциональной связи, к чему стремятся пары высшего класса. Принятие стоической философии как принципа amor fati, или любви к судьбе, напоминает нам, что мы должны учитывать все грани жизненного пути, будь то благоприятные или неблагоприятные. Это предоставляет бесчисленные возможности для личного развития в романтических отношениях, что означает полное принятие нашего партнера, наслаждение моментами радости и преодоление трудностей как возможностей для роста и более глубокого взаимопонимания. Однако стоический подход к привлечению качественного партнера на этом не заканчивается. Эта практика, подразумевающая постоянное стремление к личному совершенствованию и более глубокому пониманию других, направлена на развитие к лучшей версии себя и поддержание отношений, которые не только обогащают, но и возвышают пару. Дисциплина принятия, важная стоическая практика, учит вас принимать настоящий момент, принимая партнеров с их достоинствами и недостатками. Такое признание формирует основу прочных связей, чего желают партнеры высокого уровня. Практика непривязанности, признание мимолетности внешних элементов и обретение счастья во внутреннем состоянии позволяет вам глубоко любить, сохраняя при этом эмоциональную автономию. Путешествие стоиков – это непрерывная эволюция, постоянный поиск обучения, роста и трансформации. Благодаря достоинствам мужества, умеренности и любви к судьбе, а также дисциплине принятия, отстраненности и самосовершенствования, это путешествие не только привлекает партнеров высокого уровня, но также отражает зрелость и глубину. Принимая стоические добродетели, это путешествие предлагает руководящий ритм и формирующую философию, которая направляет наши шаги в сложном танце жизни и любви. Стоическое пребывание – это вечное путешествие, стремление стать магнитом для партнеров, которые ценят подлинность, эмоциональную глубину и зрелость. В конце этой экспедиции помните, что стоическое пребывание продолжается. Это путешествие посвящено самопознанию и росту на протяжении всей жизни, ежедневному воплощению этих принципов и наблюдению глубокой трансформации не только в отношениях, но и в самой сути существования. Если бы этот контент был ценным, мы были бы признательны, если бы выразили благодарность, поделившись им и подписавшись. Мы надеемся продолжить изучение философии самосовершенствования и искусства жизни на нашей следующей встрече. Живите мудро, живите мужественно.